Как в последнее время стало очевидно, торий является одним из самых удивительных элементов таблицы Менделеева. С регулярностью раз в полгода он в обязательном порядке порождает просто такие сенсационные сенсации, мгновенно облетающие весь интернет. В первых числах ноября по всемирной паутине стала плавать очередная, на этот раз как бы от китайского инженера Хукэи, который вовсю уже проектирует морской контейнеровоз с двигательной установкой в виде 200-мегаваттного ториевого реактора. Почему как бы? Объясню чуть позже. В этот раз получился особый случай. Новость опубликовал вполне уважаемый сайт newscience.ru. Пришлепнув к ней заголовок, Китай создает крупнейший в мире контейнеровоз с ториевым ядерным реактором. И в таком виде эта заметка облетела сотни ТГ-каналов. Читаю лысина дыбом. Судно, способное перевозить 14 тысяч стандартных контейнеров, будет оснащено революционным ториевым расплавно-солевым реактором ТМСР с тепловой мощностью 200 мегаватт. Тепловая энергия реактора будет питать генератор на сверхкритическом диоксиде углерода, работающий по высокоэффективному циклу Брайтона. Этот передовой цикл СО2 обеспечивает коэффициент преобразования тепловой энергии в электрическую на уровне 45-50%, что является значительным скачком по сравнению с примерно 33% эффективностью традиционных реакторов на паровой тяге. Традиционный реактор на паровой тяге заставил выйти на балкон подышать свежим воздухом, чтобы кота хохотом не разбудить. Но это еще не все. Разработка контейнеровоза является важной частью более широкой инициативы Китая в области передовой ядерной энергетики. Этот шаг следует за историческим достижением в 2025 году, когда экспериментальный ториевый реактор в пустыне Гоби стал первым в мире, достигшим долгосрочной стабильной работы, доказав жизнеспособность технологии. И триумфальная концовка. Недавний прорыв дополнительно укрепил этот курс на развитие ториевых технологий. Китай объявил об успешном достижении первого в мире преобразования тория в урановое топливо внутри ториевого расплавно-солевого реактора. Этот результат представляет первое конкретное доказательство технической осуществимости использования тория в расплавно-солевой реакторной системе. Данное достижение является решающим этапом, открывая жизнеспособный путь для Китая по использованию своих обширных внутренних ресурсов тория и представляя собой значительный шаг вперед в глобальном развитии ядерной энергетики следующего поколения. Начну со слов благодарности Александру Уварову, бессменному руководителю замечательного портала «Атом-Инфо», который настоятельно рекомендую всем, кто действительно интересуется атомными технологиями в нашей стране и за рубежом. От энергетики до самых передовых научных направлений. Александр провел настоящее расследование и выяснил, как в этот раз родилась журналистская утка. Свежая публикация в газете South China Morning Post, вызвавшая волну переводов и перепечаток, основана на статье за авторством Хукэи в китайском журнале Ship and Boat. Статья представляет собой исторический обзор применения атомных технологий на флоте, а также краткий обзор различных реакторных технологий. В завершающей части статьи в порядке иллюстрации приводятся три различных концепции использования неводных реакторов для морских судов, а именно: первое – танкер с быстрым свинцово-висмутовым реактором. Второе – контейнеровоз с ториевым жидкосолевым реактором. 3 – плавучая АЭС с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором. Концепция приводится как возможный следующий шаг внедрения атомных технологий для морских применений. При этом делается оговорка, что на данный момент для таких применений лучше всего проработаны реакторы с водным теплоносителем. Необходимо отметить, что в иллюстративной концепции контейнеровоза автор статьи выбрал твердотопливный вариант ториевого жидкосолевого реактора, в котором жидкие соли не содержат делящихся веществ и выступают в роли теплоносителя. Вот, собственно говоря, и все. За базу была взята обзорная статья инженера-кораблестроителя, которую журналисты South China Monitor Post исказили в меру своей вольной фантазии до неузнаваемости. А дальше включился режим «пошла перепечатывать губерния», не задумываясь уже вообще ни о чем. Есть подозрение, что такого рода фантазии вокруг тория будут появляться и в дальнейшем, будоража воображение и нелепое соображение. Единственный способ бороться с этим – попробовать максимально глубоко разобраться в теме, которая действительно весьма интересна. Интересным переплетением блестящих научных идей и интересов военных США и Советского Союза с самых первых лет становления атомной индустрии, упорная работа конструкторов на протяжении десятков лет, прорывах и внезапных остановок развития направления из-за отказов в финансировании. Вот с этой, во многом исторической точки зрения, и попробую рассказать о реальных событиях и реальных идеях, без ажиотажа и попыток увидеть сенсации там, где ими не пахнет.
Начнем, пожалуй, с турия как химического элемента и внезапного туриевого реактора, памятуя о том, что турий – это реальность, а туриевый реактор, простите за французский, это просто бред сивой кобылы в морозную январскую ночь. Турий – химический элемент с порядковым номером 90 в периодической таблице Менделеева. Ядро его основного изотопа, турия-232, содержит 90 протонов и 142 нейтрона. Речь именно об основном изотопе. Их у турия ученые открыли 31 штуку. Но в природе нашей планеты в наличии только один. Турий-232 имеет период полураспада 14 миллиардов лет. У всех его прочих изотопов продолжительность полураспада колеблется от микросекунд до 7,5 тысяч лет. Турий-230. За время существования Земли все нестабильные изотопы турия испытали радиоактивный распад и просто исчезли. Ученым для их обнаружения и исследования требуются соответствующие реакторы и прочие ускорители. Это, конечно, очень интересное направление науки, но оставим его специалистам академического уровня, поскольку всем прочим простым смертным интересен только турий-232. В атомной и ядерной физике действует незыблемое правило, запомнить которое достаточно просто. Ядра атомов с счетным числом протонов и нейтронов в его составе цепную реакцию деления не испытывают ни при каких обстоятельствах. Цепная реакция – это та, которая из школьного учебника физики, описывающая деление ядра урана под воздействием свободных нейтронов. Помните? Свободный нейтрон, попадая в ядро урана, вызывает его деление на осколки, во время которого появляется уже два свободных нейтрона. И эти два нейтрона, в свою очередь, вызывают деление уже двух ядер урана-235, при котором образуется уже 4 свободных нейтрона, ну и так далее. Нечетное число протонов и нейтронов в ядре. Физики сейчас для удобства протоны и нейтроны называют одним словом – нуклоны. Цепная реакция осуществима. Четное число нейтронов и протонов цепной реакции деления не будет. Опять же, для удобства. Физики называют химические элементы, способные на цепную реакцию деления, не поверите, делящимися веществами. В очередной раз напоминаю, что физики не химики, и мы без мудреной латыни хорошо. Итак, первый вывод. Никакой туриевый атомный реактор невозможен в принципе. С точки зрения физики возможен только один вариант – атомный реактор с использованием турия. Раз уж сегодня стал вспоминать про термины, используемые атомщиками, то вот еще один – фертильный радионуклид. Так называют радиоактивно-химический элемент, который позволяет за счет ядерных трансмутаций получить делящееся вещество. Радиоактивность, как известно, бывает разная. В случае с турием нас интересует только одна разновидность – бета-распад. Опять же, на всякий случай напомню, что термины альфа, бета, гамма, распад придуманы на заре атомной физики, когда в 1889 году Эрнест Резерфорд обнаружил разное поведение излучения в магнитном поле. А в 1890 году Поль Виллер обнаружил еще и третье, с куда больше проникающей способностью. Физика этих явлений была раскрыта значительно позже, когда названия 3 типов радиоизлучения уже основательно прижились. После открытия нейтрона, создания ускорителей, разработки всех положений квантовой физики, все это происходило в 30-е годы прошлого века, физики очень серьезно продвинулись в изучении свойств атомных ядер. Важнейшим открытием стало деление ядер урана-235, которому мы обязаны созданием не только атомного и термоядерного оружия, но и атомной энергетики. Опыт, проведенный в 1939 году немецким химико-физиком Отто Ганном, если не вдаваться в подробности, принципиально выглядел достаточно просто. Ганн сумел обеспечить поток свободных нейтронов, попадающего на урановую мишень. Сама идея проведения таких экспериментов, изучить взаимодействие ядер различных атомов с нейтронами, была высказана Энрико Ферми, после которой началась, так скажем, научная часть ядерной гонки. Начинали с атомов легких химических элементов, постепенно переходя на все более тяжелые, поэтапно подбираясь к самому тяжелому из существующих на нашей планете, к урану 92-му элементу таблицы Менделеева. Пройти мимо элемента номер 90, то есть турия, ученые точно не могли. И в конце 30-х все тот же Отто Ганн провел серию экспериментов, а Лиза Мейтнер дала физическую интерпретацию их результатов. Вот как выглядит формула, которая почти не требует пояснения. Ядро тория-232 принимает в свой состав дополнительный нейтрон. Физики обычно говорят «поглощает». Результатом такой реакции поглощения становится изотоп тория-233. Пока ничего сложного. Чисто слева от обозначения турия на всякий случай. 90 внизу – это количество протонов в его ядре. 233 – общее количество протонов и нейтронов в нем же. Ядро тория-232, таким образом, это 90 протонов и 142 нейтрона, а ядро тория-233 – это 90 протонов и 141 нейтрон. Вот только торий-233
в отличие от основного изотопа тория-232, радиоактивен. Один из нейтронов в составе его ядра в результате так называемого слабого взаимодействия превращается в протон. Сам по себе, вне всякой зависимости от желания и действий господ экспериментаторов. Таково свойство атомного ядра, и ничего с этим не поделаешь. Но есть еще один тонкий нюанс. Законы квантовой физики требуют, чтобы электрический заряд ядра атома оставался постоянным, а превращение нейтрона в протон его как бы нарушает. Нейтрон нейтрален, простите за тавтологию, протон имеет единичный положительный электрический заряд. Однако сначала теоретически было выведено, а затем экспериментально доказано, что превращение нейтрона в протон всегда сопровождается появлением еще и электрона с его единичным отрицательным электрическим зарядом. То есть закон сохранения заряда соблюдается полностью. Но электрону не место в ядре атома, и он его мгновенно покидает, что и наблюдается в ходе экспериментов. Ученые фиксируют появление свободно несущегося куда-то вдаль от атома электрона. Этот электрон и есть то самое бета-излучение, которое обнаружил в 1899 году Эрнест Резерфорд. Но оставим в покое электрон, пусть порхает, где ему вздумается, и оценим, что происходит в ядре. В его составе появился дополнительный протон. Значит, мы имеем дело уже с новым химическим элементом. Именно так дело обстоит и с бета-радиоактивным торием-233. Он превращается в протактиний. С самим протактинием Отто Ган никогда не экспериментировал по очень простой причине. В природе протактиний встречается в миллион раз реже, чем уран, и в какое-то невообразимое количество раз реже, чем торий. Торий-232 в силу его стабильности, да хоть ведрами, а протактиний найти и выделить из состава какой-либо руды невозможно даже в наше время. Но Ган отличался тщательностью проведения каждого своего эксперимента. Поэтому и было обнаружено, что протактиний тоже нестабилен, поскольку подвергается еще одному бета-распаду. Повторять словами уже не буду, давайте просто формулу покажу. На том, собственно говоря, Отто Ган и Лиза Мейтнер свои эксперименты с торием мы завершили, зафиксировав результат. Получены два новых радиоактивных элемента, ранее неизвестных, а потому мы большие молодцы. Практическое использование результатов экспериментов эти открыватели не видели, как, впрочем, и все остальные физики в мире. Но ситуация резко изменилась в 1942 году, после того, как в рамках Манхэттенского проекта Энрико Ферми создал первый в мире атомный реактор, знаменитую Чикагскую поленницу. Реактор работал успешно. Впервые в истории была осуществлена управляемая цепная реакция деления ядер урана-235. Чем в дальнейшем занимались участники Манхэттенского проекта, всем хорошо известно, но сейчас не об этом. То, что тория на планете намного больше, чем урана, физики уже знали. Потому группа под руководством будущего нобелевского лауреата Глена Сиборга приступила к изучению свойств урана-233. Причина вполне понятна. Как и в уране-235, в изотопе уран-233 нечетное количество протонов и нейтронов, потому есть шанс, что и на уране-233 можно реализовать управляемую цепную реакцию деления. Выяснилось, что уран-233 хоть и альфа-радиоактивен, но имеет весьма приличный период полураспада – 159 тысяч лет. То есть работать с ним можно без опасения того, что, грубо говоря, он у вас на глазах исчезнет. И самое главное, все прочие характеристики урана-233 практически ничем не отличаются от урана-235. То есть школьная формула деления ядер и образования свободных нейтронов тут работает в полный рост. С практической точки зрения мы наблюдаем, казалось бы, очевидный алгоритм получения еще одного делящегося вещества, которое можно нарабатывать из тория, материала куда как более распространенного, чем уран, и, следовательно, менее дорогостоящего. Однако эксперименты и результаты группы Сиборга в рамках Манхэттенского проекта продолжения не получили. Атомное оружие в Штатах было создано из урановой руды легендарного конголезского рудника Шинколобве. В нашей стране научная и технологическая проработка были начаты уже в 1946 году на опытной установке Гири-Дмета в Подольске, нынешнее научно-производственное объединение «Луч», научное подразделение Росатома. И были начаты даже геологические испытания на тории, но это направление свернули уже в самом начале 50-х. На первый взгляд странно. А почему, собственно говоря? Построить очередной реактор, конструктивно изменив его так, чтобы на периферии активной зоны можно было бы разместить бланкеты с торием. Вот и все. Установили ториевые бланкеты, запустили реакцию деления ядер урана-235, чтобы обеспечить поток свободных нейтронов, и все в полном порядке. Извлекая бланкеты с уже готовым ураном-233. Красота. Но что-то ведь остановило и американских, и советских ученых.
Загадки никакой нет, поскольку вариант написания ядерных трансмутаций, который я только что показал, и который вот в таком виде гуляет по просторам интернета, не полный. Не написано периода полураспада, а все дело как раз в них. У Турия-233 этот период полураспада составляет всего 22 минут 18 секунд. То есть полностью корректная формула выглядит вот так. Напомню, что период полураспада – это промежуток времени, в течение которого число нераспавшихся радиоактивных ядер уменьшается вдвое. Можно и другими словами. Время, в течение которого половина радиоактивных ядер в среднем испытает этот самый распад. Или время, в течение которого радиоактивность источника снизится вдвое. Разумеется, распад не происходит одномоментно. Вот было 100 ядер Тория-233, 22 минуты 17 секунд ничего с ними не происходило, а потом бац, и половина ядер выгнала прочь свои бета-частицы. Напротив, распады идут постоянно. Но период полураспада позволяет оценить, когда источник радиоактивности станет относительно безопасным. Первый период полураспада активность снизилась вдвое. Второй полупериод активность ниже уже в 4 раза по сравнению с первоначальной и так далее. 5 периодов полураспада, и активность снижена в 32 раза, уже вполне терпимо. Но, разумеется, только в том случае, если вещество, образующееся в результате распада, само не является радиоактивным. В этом случае может получиться прямо противоположный результат. Ждешь 5 периодов полураспада, а радиоактивность вместо того, чтобы снижаться, растет и растет. Но о таких фокусах не сегодня. Сегодня про Торий-232. Так вот, Торий-233 распадается быстро. Идет нарастание количества протактиния-233, который, как уже сказано, тоже бета-минус радиоактивен. Распад идет до образования ядер урана-233. Но тут главная проблема прячется. Период полураспада протактиния-233 составляет 26 суток и 23 часа. И все это время, то есть почти сутки, протактиний остается в плотном потоке свободных нейтронов, что, разумеется, требует ответа на простой вопрос. А он, бедолага, доживет до счастливого момента своего бета-минус распада? Или в этой неблагоприятной обстановке с ним что-то может произойти? Он ведь для того, чтобы могло образоваться приличное количество урана-233, требуется целехоньким. Причем целехоньким он должен оставаться не 1, а 2, 3, 4, 5 периодов полураспада. Прежде чем ответить на этот вопрос, предлагаю вспомнить не только о Тории, но и о реальности 40-х годов прошлого века и кое-какие важные моменты. Есть в атомной энергетике такое понятие, как нейтронный баланс. Пожалуй, самое важное и с точки зрения физики как науки, и что занятно с точки зрения экономики. Школьный вариант деления ядер урана-235, который 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее, это, в общем-то, вполне реальный путь к атомному взрыву. Если свободные нейтроны будут появляться настолько быстро растущей динамике, реакция деления просто выйдет из-под контроля, и реактор действительно может бумкнуть. Оптимальным коэффициентом размножения нейтронов в активной зоне реактора сейчас принято считать 1,8. Это гарантирует течение реакции в, так скажем, стационарном режиме. Она не ускоряется, но и не затухает, то есть ее течение четко контролируется. Свежее ядерное топливо дает максимальную скорость образования свободных нейтронов. В нем ведь максимум урана-235. Ну, а если мы не про школьную формулу образования свободных нейтронов при делении ядер урана-235, а про реальную реальность в активной зоне реактора, то тут все чуточку сложнее. Нет в реальности красивого варианта со степенями числа 2, поскольку среднее число свободных нейтронов при делении ядра урана-235 – 2,4. Следовательно, и ряд размножения нейтронов при цепной реакции деления выглядит еще более тревожно. 2,4, 5,76, 13,82, 33,189, 79,65 и так далее. И числа с дробями, и они куда больше, чем в упрощенном школьном варианте, где у нас 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. Такое нарастание скорости образования свободных нейтронов и, следовательно, деление ядер урана-235 с сопутствующим им выделением энергии в обязательном порядке нужно замедлять. Как это сделать, выяснили физики из группы Энрико Ферми, и ровно так же это делают и сейчас, хотя и куда как более технически совершенно. В активную зону реактора опускают так называемые регулирующие стержни, заполненные поглощающим нейтронным веществом. Его ядра захватывают свободные нейтроны, при этом в них не начинаются никакие ядерные трансмутации. Съесть нейтроны не поперхнуться. Такая вот задача ставится перед поглотителем нейтронов. В Чикагской поленнице в 1942 году у Ферми в качестве поглотителя использовался кадмий,
В реакторе F1 в Советском Союзе тоже кадмий. Тут никаких шпионских страстей не было. Физики по обе стороны океана отлично знали полезные свойства этого химического вещества. В наше время в современных энергетических реакторах используются уже более совершенные варианты. Карбид бора, гафний, сплав серебро-индий-скандии, сплав диспрозий-титанат, гафний. Но идея остается все той же, поймана еще в 40-е. Поглотитель должен молча съедать свободные нейтроны и не возмущаться. Но стержни, заполненные поглотителем, именуются регулирующими. Это точнее отражает суть происходящего. Максимальное количество нейтронов образуется при физическом пуске реактора. Весь накопленный уран-235 на месте. Размножение пойдет со скоростью 2,4 умножить на 2,4 умножить на 2,4 и так далее. Значит, при старте работы реактора регулирующие стержни опущены до упора, до дна, чтобы ни одного свободного нейтрона не наблюдалось в принципе. На собираемом реакторе люди работают, их безопасность должна быть гарантирована. Вот все необходимое топливо заняло свои места, и операторы начинают медленно, по миллиметрам поднимать регулирующие стержни, пока не будет зафиксирована начавшаяся реакция цепного деления. По мере того, как реактор работает, ядер урана-235 становится меньше. Они выгорают, как говорят атомщики. Разумеется, меньше образуется новых свободных нейтронов. И чтобы реакция деления не затухла, регулирующие стержни постепенно поднимают, частично вытаскивая их из активной зоны. Поедание свободных нейтронов в результате идет менее интенсивно. Цепная реакция деления продолжается. Собственно, мы ведь привыкли говорить, что в реакторе идет управляемая цепная реакция деления. Вот именно регулирующими стержнями ею и управляют. Регулирующие стержни в реакторе не менее важны, чем само ядерное топливо. Регулирование – это тончайшее искусство, поскольку приходится учитывать множество факторов. Не всяк нейтрон, добравшись до ядра урана-235, вызовет его деление. Не забываем про вероятностный характер всех ядерных реакций. Не всяк нейтрон останется в активной зоне реактора. Ему ведь по барабану, в какую сторону лететь. И еще часть нейтронов поглощается всякими конструкционными материалами внутри реакторного оборудования. Часть нейтронов изощряется настолько, что взаимодействует даже с атомами водорода в воде первого контура, образуя тем самым дейтерий и даже тритий. Осколки деления ядра урана порой способны как выдать на гора собственные свободные нейтроны, так и наоборот, поглотить имеющиеся. Часть нейтронов умудряется поглотить уран-238, превращаясь в плутоний-239, который под воздействием нейтронов начинает собственную цепную реакцию деления, при которой образуются новые свободные нейтроны. Потому к управлению регулирующими стержнями допускают только водителей с большим трудовым стажем, разумеется. Ладно, не водители, а операторов, так и быть. Важно главное. Забота о четко выверенном балансе нейтронов является, пожалуй, самой важной частью их работы. Все только что сказанное касается работы классического атомного энергетического реактора, в активной зоне которого находится только уран-238, уран-235, регулирующие стержни и вода. Именно такая схема отрабатывалась на заре атомной эры, когда главной задачей, стоявшей перед учеными, была наработка оружейного плутония. Не был до 1954 года, то есть до пуска первой атомной электростанции в Обнинске, атом мирным. Об этом нельзя забывать и в том случае, если мы размышляем об использовании тория для получения из него урана-233. Еще раз повторю. Управляемая цепная реакция деления требовалась для создания оружейного плутония, для производства все новых и новых ядерных боезарядов. Добывать электроэнергию физикам-атомщикам, господа и товарищи генералы, позволили только после того, как физики обеспечили конвейерное производство ядерных боезарядов. Я сейчас не про моральные стороны этого увлекательного действия, а только про физику. Потому прошу извинить за некоторый цинизм. К физике прилагалась и химия, поскольку требовалось выделить наработанный плутоний-239 из общей массы всего прочего – урана и продуктов его распада. Химия, с точки зрения простого человека, чрезвычайно сложная и невероятно опасная. Ученым-радиохимикам необходимо растворить облученное топливо в сильнейших кислотах. При этом химические элементы, образовавшиеся за время пребывания топлива в активной зоне реактора, чрезвычайно радиоактивны, в том числе и гамма-радиоактивны. Гамма-излучение с его высокопроникающей способностью. Пары кислот. Альфа- и бета-радиоактивность урана и осколков деления урана. Таковы особенности работы радиохимического завода. Радиохимический завод – вторая обязательная составляющая часть производства оружейного плутония. Из-за необходимых мер защиты – дорогостоящая часть производства. Но военные заказчики 40-х и 50-х годов прошлого века шли на любые затраты, ведь речь шла о создании ядерного, а затем и термоядерного оружия.
Для старта ядерных процессов, превращающих торий-232 в уран-233, торию нужен собственный поток свободных нейтронов. Отключать этот поток после того, как образовался промежуточный протактиний-233, технически невозможно. Следовательно, важно знать, как будет вести себя этот самый протактиний в активной зоне реактора в те минуты, когда в нем еще не произошел бета-минус распад. Выяснили. И результат вот ни разу никого не порадовал. Чувствуете неприятные подозрения? Четное число протонов и нейтронов в ядре протактиния 234. Цепной реакции деления здесь уже точно не получится. А свободный нейтрон бесследно исчезнет, то есть войдет в состав ядра нового изотопа. Протактиний-234 тоже нестабилен, но его радиоактивность идет по бета-каналу, потому число нейтронов и протонов в ядре вновь образующегося урана-234 так и остается четным. Итог. Свободный нейтрон исчезает, новое вещество в цепной реакции деления уже не участвует. Чистый минус. Для понимания того, что в этом случае происходит с нейтронным балансом, предлагаю мысленный эксперимент. Вообразим себе реактор, в котором управляющих стержней нет от слова вообще. Вот сколько свободных нейтронов дают распадающиеся ядра урана-235, столько их в активной зоне и остается. Реактор у нас крохотный. В нем всего 100 ядер урана-235 и 100 ядер тория-232. Мысленно мы имеем полное право упростить пример до предела. 100 ядер урана-235 распались, на выходе получили 240 свободных нейтронов. Что с ними будет происходить? Ядра урана-235 реагируют со свободными нейтронами с большей вероятностью, чем ядра тория-232. Проблема номер раз. 2. Паразитные захваты нейтронов внутри реактора никуда не делись. Конструкционные металлы, вода на месте. Ядра урана-235 не всегда делятся и так далее. До ядер тория-232 добирается только треть свободных нейтронов, порядка 50 штук. И уже как вишенка на торте, вероятность того, что за время ожидания своего бета-распада протактиний съест свободный протон, более 5%. Остающийся запас свободных нейтронов просто минимален, даже в теории. А на практике давать им размножаться за счет распадов ядер урана-235 с коэффициентом 2,4 – это получить катастрофу. Физики и ученые пытались придумать какие-то варианты. Придумать, к примеру, способ извлечения протактиния 233 из активной зоны реактора, чтобы он без всяких нейтронов прошел свой бета-распад и превратился в уран-233, который потом можно было бы вернуть обратно в активную зону. Но военные смотрели на эти эксперименты со все большим скепсисом. Им, напомню, прежде всего требовался материал для ядерных боезарядов, а не вот это вот все. Цепная реакция в реакторе с использованием тория становилась чрезвычайно хрупкой. Паразитарные захваты нейтронов в любой момент могли ее остановить, что никакой радости никому не доставляет. Больше того, для извлечения из облученного топлива урана-233, даже если бы его удалось получить в достойных количествах, потребовалось бы еще и разработать совершенно новые химические технологии. Вердикт военных по обе стороны океана был совершенно одинаковым. Не до вашей зауми сейчас, господа товарищи ученые. Плутоний нарабатывать и выделять вы уже научились. Так вон еще и материаловедам, как сложно пришлось с невероятно замысловатой металлургией плутония. Вы что, всерьез полагаете, что через все эти этапы нужно еще разок пройти? Нет уж. Торий ваш складируйте, мы на сарае с ним замок попрочнее повесим. Я не утрирую. Склады тория в СССР действительно были обустроены в деревянных сельскохозяйственных амбарах. И забудьте об этом тории. Первая атака на освоение технологии использования тория не удалась ни у нас, ни у американцев. Но бросать столь красивую с точки зрения физики идею ученые не собирались. Тем более, что и заначка соображений Энрико Ферми о гомогенных атомных реакторах имелась. И серьезные запасы тория постепенно набирались. Да еще кое-какие новые мысли, связанные с обычными атомными реакторами, как энергетическими, так и не очень, постепенно стали появляться и даже концентрироваться. Ну, а на сегодня первую серию технотриллера под условным названием «Торий и не только» предлагаю считать завершенной.